Слава Украине, привет, Самат Полонского. Ребята, нахожусь сейчас на Майдане Незалежности в Киеве. Видите, у меня за спиной разрастается количество флагов, количество маленьких флажков. Это все воины, которые погибли, защищают Украину от российско-фашистской чумы. Там вон, в уголочке там и белорусские есть, и французские знамена, азербайджанские, канадские, какие хотите, американские флаги, грузинские, какие хотите. Вот, это люди, которые добровольцами приехали в Украину и погибли, отражая российско-фашистское это нашествие на Киев, на Украину в разные годы. Уже 3 года идет война, да. Так вот, посмотрите, ну, конечно, сумасшедшее количество людей погибло, и хороших людей. Это ж, поймите, тоже не тот мусор, который Россия шлет в Украину на захватническую войну, не те наемники, потому что на России это все наемники, это все бандиты просто-напросто. По-другому их не назовешь, которые приперлись на нашу землю, чтобы захватить нашу землю. Вот. А наши защищают наш дом при помощи, конечно же, добровольцев со всего мира, которые просто приехали, потому что не могут смотреть, как огромное, гигантское ядерное государство напало на совсем небольшую страну, которая, безъядерную, заметьте, которая просто посмела жить не так, как хочет вот этот вот здоровенный бандитско-фашистский монстр. Ну вот как-то так. И, к сожалению, растет вот это кладбище. И знаете, что еще интересно? Что сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, ну он уже давно, собственно говоря, заявил, что мы готовы на безусловное прекращение огня, а потом будем оговаривать все условия и так далее, да? Что вы думаете, что происходит после этого? Сегодня Пуйло, этот главарь рашистский, заявляет, что он готов на безусловное прекращение огня при условии, что в Украину не будут поставлять оружие, а ЗСУ не будет усиливаться. Я что-то не понял, подождите. Вы слышали слово «безусловное»? Безумовное, то есть без умов. Безусловное, то есть без условий. Закрываем вопрос с стрельбой, а потом говорим обо всем остальном. Представляете? Вот цинизм расистов, как они брешут на каждом шагу. То есть он согласен на безусловное прекращение огня, но он ставит условия. Вот в этом весь расизм, вот в этом вот весь Путин, вот это вот вся Россия. Это просто лгуны, манипуляторы, лжецы, бандиты с большой дороги и так далее. По-другому их просто невозможно назвать. И вот мне даже интересно, вот реакция США, ну хотя, да, за США я сейчас не буду говорить, да, а вот реакция Европы, да, на вот такое согласие на безусловное при условиях. Безусловное прекращение огня при условиях того, сего и третьего. Мы что же можем сказать? Мы тоже за безусловное прекращение огня при условии, что Путина посадят в тюрьму. Мы согласны на безусловное прекращение огня, если Путина провезут в железной клетке по Крещатику. На такое прекращение огня мы согласны. И действительно мы согласны были бы на такое прекращение огня. Но мы такие условия не ставим, потому что это безусловное, речь идет о безусловном прекращении огня, на которое мы согласны. Но Россия в своем репертуаре, Россия всегда лжет.